Размах силовых органов в России с каждым годом набирает обороты. Если 9 марта 2012 года менты Казанского отдела полиции, изнасиловавшие бутылкой из-под шампанского Сергея Назарова, скончавшегося от полученных травм, знали, что останутся безнаказанными, потому что Сергей имел 6 судимостей, пил и нигде не работал, то 2016 год приносит новые формы. На канале Саши Сотника публиковался материал о попытке похищения ментами интеллигентнейшего студента в Питере. Где неотесанные люди в сером и где образованный студент? Но между ними-то что общего? Чудом парня удалось спасти. Менты по-прежнему на свободе. В случае с бутылкой Алмаз Василов, Ильнар Ибатуллин, Рамиль Ахмедзянов, Марат Сабиров, Ильшат Гарифуллин и другие получили от 2 до 15 лет тюрьмы. Жаловаться на них все равно бессмысленно, поэтому просто для истории отметим дату, время и место. Возможно, когда-нибудь станут известны и их имена. 25 августа 2015 года, Кемерово, проспект Ленина, автобусная остановка возле дома номер 2. Ты что, просил, что ли, уже? Надо снимать камеру. Давайте на камеру. Полицейские с азартом и жестокостью трусов, в присутствии людей, которые платят этим слугам в сером зарплату, издеваются над мужчиной на глазах у его супруги и ребенка, наносят побои и вред здоровью. Когда гражданин, пострадавший от нападения, пытается защищаться, его валят на асфальт, чтобы надеть наручники. Прохожие возмущены незаконными действиями полицейских. Люди останавливаются, чтобы защитить мужчину. Но во избежание справедливости менты, как обычно в таких случаях, вызывают подкрепление. Для подстраховки здесь ошиваются подментованные спортсмены понятые, подходят люди в штатском, возможно, из других силовых структур. Обратите внимание на этого в сиреневой рубашке. Он тут неспроста. Причем он спокойно перешел дорогу в неположенном месте, то есть совершил то, что менты вменяют избиваемому гражданину. Этому человеку в сиреневой рубашке нарушать закон разрешено. На фотоаппарате не успела сработать автоматическая фокусировка видео, но вот более четкие фотографии с места событий. Ребенку около 3-5 лет. Это он на грани психического возбуждения кричит от того, что группировка в форме от страха втаптывает его отца в асфальт рядом с припаркованной полицейской машиной. Прохожие по мере возможностей пытаются остановить полицейский произвол, требуют, чтобы полицейские прекратили совершать незаконные действия. Помимо нарушений закона о полиции, который можно считать законом только если вы считаете легитимными того президента и премьер-министра, при которых он был принят, здесь налицо несколько уголовных статей разной степени тяжести. Статья 115, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», либо статья 116 «Нанесение побоев». Статья 136 Уголовного кодекса «Дискриминация гражданина в зависимости от его должностного положения». Мы полицейские, а ты обычный гражданин. Значит, мы можем прилюдно валить тебя на асфальт и избивать на глазах у твоих родственников и близких. По-моему, состав налицо. Статья 286, часть 3, пункт А. Превышение должностных полномочий с применением насилия. Ну, про Конституцию мы здесь просто говорить не будем. Пытки, насилие, унижение человеческого достоинства, ограничение свободы и личной неприкосновенности. Конституцию эти ребята прямо на ваших глазах втаптывают в проспект Ленина. Наглецы, возможно, и не пустились бы во все тяжкие на глазах у проклинающих их граждан, если бы, например, пару лет назад их коллеги получили бы от закона по зубам за аналогичное издевательство над гражданином, женщиной, которую гаишники затолкали в полицейский автомобиль. Но тогда вся структура не только вступилась за беспредельщиков, но и захотела в назидание наказать невиновных за неравнодушие. Следователи собирались завести уголовное дело, в частности, на вот эту женщину, вступившуюся за девушку. Но решили не заморачиваться. Живите, не до вас пока. Отсутствие возмездия порождает безнаказанность. И вот ее последствия. Thank you.
Кстати, эти нарушители наказания тоже не понесли. Теперь ждите новых издевательств. Избежавшие правосудия скромнее не становятся.